Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, и за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Вне поля зрения, кто следит за каждым твоим шагом и какова его истинная цель? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации. В конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, это будет вам интересно и полезно. Итак, вы чувствуете этот взгляд в спину, даже когда находитесь в пустой комнате. Это не воображение. Это цифровая или энергетическая тень, которая следует за вами по пятам. Прямо сейчас кто-то обновляет вашу страницу, изучает ваши сторис или просто пытается считать ваше состояние через общих знакомых. Но зачем? Может, это одержимость, подготовка к прыжку или попытка найти вашу слабость. Сегодня мы сорвем маску с вашего тайного наблюдателя. Делаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? Какая девочка пришла на расклад? На вас ложится карта принцесса. Это сродни карты в классике императрицы. Очень высокая характеристика, да, замечательная характеристика на вас. Наилучшие женские качества. Внешне привлекательные, с интеллектом все в порядке, навыки, способности, все при вас. Рядом карта одиночки. И дальше идет токсично, какие-то люди, которые за спиной держат кинжал и стараются, это может проманипулировать вами, подлость, предательство. И еще завязанные глазки карта. Это история о том, что вы осознанно ограничиваете круг своих там людей близких, да, людей, которых вы к себе подпускаете. Из-за чего? Из-за того, что вы уже знаете, скорее всего, прилетит что-то не очень хорошее, токсично. Проблемы вам не нужны. Прекрасно, как будто бы уже понимаете, что люди, которые к вам максимально приближены, они, соответственно, знают о вас много информации какой-то, которые, к сожалению, в любой момент смогут и воспользоваться потом. И то есть вот этот кинжал за спиной, он может быть действительно пущен в ход. Поэтому вы предпочитаете скорее тут, не могу сказать, что это прям отшельница, да, одиночество, но скорее вы тщательно сейчас так отбираете ближайший круг знакомств. Я не вижу тут женщины, которая, может быть, особо вы нуждаетесь тут не знаю, там, то ли в веселых компаниях, то ли действительно тут какое-то такое дружеском расположении. Понятно, хотелось бы искренних, честных, чистых взаимоотношений, но, скорее всего, вы также сталкиваетесь с тем, что вы уже не раз ошибались, тут глазки завязаны у вас. То есть вы подпускали людей к себе, вы доверяли, вы, может быть, вкладывались во взаимоотношения. Не буду тут сужать до взаимоотношений между мужчиной, женщиной, в принципе, между людьми. И вот эта карта «Звездные глазки», вы говорите, да нет, уж лучше я буду вот так вот, рамочки, границы, вытянутые ручки, чем я опять ошибусь, чем я опять сама себе боль причиню, да. Как будто бы тут уже женщина говорит, вот это выражение, по-моему, граф Калиостро, да, говорил, «Формула любви» фильм был. Люди делятся на две категории. Одним что-то нужно от меня, и другие, подождите, как-то, да, нужно от меня, а вторым мне нужно что-то от вторых, да. Мне от вас ничего не нужно, признавайте, что вам нужно от меня. Ну что-то из этой серии, девочки. Тут как будто такая женщина уже, надоело уже обманываться, надоело уже ошибаться, на грабли наступать. Тут уже бегущая по граблям, и вы говорите, нет, я сделала выводы.
Так, опять-таки, при том, что действительно высокая оценка, вас видят такой принцесса, ну, так и вышла эта карта. При этом первая карта вечная невеста и рядом черная кошечка, а дальше же это принцесса. Это говорит о том, что какой-то вот результат, тот, который для вас может быть, ну вот к чему вы стремитесь, да, может быть мечта какая-то, может быть в принципе какой-то там образ жизни, уровень жизни, да, что-то такое вот, какое-то вот состояние, может быть, души даже. То, к чему вы стремитесь, вы сейчас не можете получить. Вот мне так. И прикладывайте усилия, и объективно по принцессе тут, я не знаю, ну, все у вас на месте, все у вас в порядке. И вы знаете о том, что у вас все в порядке, с вами все в порядке, ценность ваша. Но при этом вот не можете как будто бы получить. Ну, у кого-то это тот самый, не знаю, может быть, та самая пресловутая зона комфорта, где вы можете наконец-то расслабиться. У кого-то это что-то там желанное, к чему вы идете, мечтаете, стремитесь. У кого-то состояние от души какой-то такой, полет. У кого-то это материальная база, да, вот то же самое. Тут у каждого свое, но вот показано, вы как будто говорите, боже мой, ну объективно. Там, может быть, женщины какие-то там, ваши знакомые, они и внешне проигрывают вам. И с интеллектом у них не настолько, как у вас. Я не говорю, что вы тут у меня Эйнштейны все, но вы понимаете, да, что все у вас действительно в порядке, нормально у вас все. Но вот вы, может, смотрите какое-то там, ну, окружение, может быть, в принципе, знакомых, думаете, блин, она имеет намного больше, там, чем я. Вот то, о чем вы там желаете, мечтаете, вот она то имеет. И при этом, может, нет таких внешних данных, нет интеллекта, нет там 3 образований, еще что-нибудь. Но она как-то вот так умудряется, вот, или так вот, как думаете, как у меня тут судьба у нее так складывается, но почему я не могу иметь вот свое, то, что я хочу? Ну, тут по черной кошечке как будто бы объяснения нет. Но на самом деле оно есть. Первая же карта «Вечная невеста». Это говорит о вас как изначально, о женщине, где-то заниженная самооценка, где-то соглашаетесь на меньшее изначально, где-то миритесь с какими-то проявлениями, идете на компромиссы, может быть, как родовые программы с детства, как неуверенность в себе. Но это как лечится? Это лечится победами, каждодневным трудом, шажочек за шажочком. Опять выход с этой пресловутой зоны комфорта, в которой по факту я вижу вам не очень-то и комфортно. Вот такая ваша сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто же следит за каждым твоим шагом? Какова его цель? Первое. Кто этот человек? Его характер, как он связан с тобой? Ой, эротическая карта какая-то тут у меня затесалась. Наверное, в жизни вам не хватает эротики, да? Лишь бы не порнографии. Так, да ладно, не будем этими лицемерами и кем там еще. Ну, в общем, жизнь прекрасна и удивительна. Так, со всеми нюансами. Так, следующий вопрос. Не будем ханжа и Ой, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, в общем, не будем мы ни ханжой. Так, через какой ресурс... Да что ж такое, Ира, увлеклась. Так, через какой ресурс он за тобой следит, этот сталкер? Социальные сети, общие знакомые или случайные встречи? Может, там при встрече, там на работу вы спешите, а он каждый день выходит на полчаса специально раньше, чтобы с вами пересечься, этот товарищ какой-то. А вы думаете... Ой, без комментариев, да? Так, зачем ему это нужно? Хочет вернуться к вам? Завидует или пытается контролировать вашу жизнь? Что? Цель, зачем нужно за вами следить? Так,
Какую информацию о тебе этот человек уже получил, как он ее оценивает? Так, нужно ли тебе закрываться от этого человека или стоит как-то провзаимодействовать? Поиграть с этим вниманием в свою пользу. Или стоит закрываться? Закрыться, захлопнуть шторки, ставни. Так, смотрим. Кто же этот человек, который за вами следит, за каждым твоим шагом? Ух ты, какой-то хамелеончик, ох ты, павлинчик. Человек, с которым вы в ссоре. Ой, человек, который пытался и так вами проманипулировать. Сейчас уточним, это вообще мужчина или женщина? Кто это? Так. Что тут за сталкер такой? Кто тут наблюдает за вами? Так. Что-то у меня все карты. Так, вот так. Это мужчина или женщина? Жадина. Мужчина. Очень было похоже изначально на мужчину, но думаю, ладно, не буду уже, знаете, притягивать за уши. Мужчина, которого на самом деле потенциал огроменный, мах. Ну, сюда же и манипулятор, прекрасный психолог. Я вам хочу сказать, этот человек, на самом деле, если он что-то захочет, он может это получить. Но может именно в отношениях с вами он проявлялся как рыцарь Пентаклей, очень медлительный. Как знаете, шаг вперед, три назад, вот тоже так мог себя вести. При этом жадина. Может, в прямом смысле жаден, скуповат, да, на подарки не дарил. А может быть, этот мужчина в принципе как эмоции при себе все держит, да, никак не проявляется. При этом мало того, что тут скупой на эмоции, если уже так смотреть, то тут он между двух каких-то... мог между двух женщин, мог выбор между вами, между чем-то еще, может, своей жизнью налаженной, может, образом жизни, может быть, еще, знаете, может, женат на работе. Вот тут как будто бы вот стоит и не поймет, к умным и красивым запутался, а вы и умная, и красивая. И с вами кармический урок у этого человека, вы для него кармический учитель, а он для вас, скорее всего, тут вот так вот вы встретились по суду. Тут уже, скорее всего, прошли у вас испытания с ним. Вы не просто так встретились, вы должны эти уроки были пройти. Так, ну вот, этот мужчина за вами наблюдает. Какой он еще? Ну, как обычно, мои хорошие, у меня тут хамелеончик вышел. Перышки распускает, цену себе знает, делает акцент на своих достоинствах, максимально камуфлирует, если можно так сказать, свои недостатки, которые есть у каждого из нас, эти недостатки, но тут может идти такой какой-то шлейф из очень некрасивых историй, из его проявлений, но за счет этого оперения он может так в себя влюбить, обаять. Потом со временем, когда ты понимаешь, что этот человек многоликий, он может быть разным, особенно узнаешь про его какие-то там, может быть, или похождения из прошлого, или поступки, думаешь, блин, если бы я знала об этом, я бы не влюбилась в тебя. Ну, хамелеончик может приспосабливаться под любой режим, выживать при любых, я не знаю, там, в любых коллективах, при этом его любят, влюбляются, ценят, он умеет. С вами, скорее всего, карта оппозиция, вышли какие-то разборки, выяснение отношений, или, по крайней мере, вы постарались, может, себя отстоять, вам что-то тут не понравилось, может быть, как он проявлялся. Может, вам не хватало вот по тем картам, там, жадина, не хватало каких-то эмоций, вложений в вас, я имею в виду, там, внимания, поддержки элементарно, временной ресурс, да, может, все там на 15 минут заскочил, и все. А вам хотелось, соответственно, может, совсем другого какого-то развития взаимоотношений. Плюс манипулятор, тут знатный манипулятор, вот тут вот как-то, может, вы себя почувствовали, знаете, вы подвлюбились, а в ответ тоже ж этого ждали, а тут уже не могли, может быть, понять, это манипуляция с его стороны, или же это что это такое вообще, что это, а тут манипуляции были. При этом какой еще мужчина? Тут дельфин, маяк, ну тут он разный может быть.
Опять-таки, по вот этим картам манипуляций, рядом дельфин и маяк, это, знаете, человек мог давать вам какие-то надежды, подвешивать вас в каком-то таком состоянии, где вы сами себя могли накручивать, напридумывали себе историю с ним, что есть перспективы, что карта маяк где-то там может это брежет это прекрасное будущее. Ну, человек мастерски это как-то так вот мог вас подводить к этому. Да. Тут многие мечтали и о ребеночке от него. Карта дельфина это все. И карта маяк о светлом будущем с ним. Тут, ну, женщина, похоже, ошиблась в своих ожиданиях каких-то. Вот так вот мне идет. Такой вот мужчина мне пришел. Ну, он интересный, очень интересный. Манки такой. Так, через какой ресурс этот мужчина за тобой следит? Социальные сети, общие знакомые, случайные встречи. Так, кстати, он сейчас это дойдет, как он следит. Как он следит. Освобождение, всадник. Ух ты. Но тут может быть через каких-то ваших знакомых даже узнает какую-то информацию о вас. Он 100% знает, что вы закрыты от него. Вы, скорее всего, тут не очень хорошего сейчас, как вам сказать, мнения о нем, разочарованы. Вы перед собой этот кинжал держите и говорите, не подходи. То тебе не повезет, да. Что-то такое. И поэтому напрямую он ничего как будто бы спросить не может, но через каких-то лиц, через каких-то людей узнает о вас. Так, случайные встречи. Тут, скорее всего, он пытался как-то случайно пересечься, но тут не такое, как не получается. Что-то тут не то. Или даже он подозревает, что вы поймете, да, что это специально эти встречи как-то устроены. Тут между вами, тут как не то, что там кошка пробежала, тут какой-то динозавр мог пробежать такой, и знаете, как будто бы вы четко понимаете, что мне нужны поступки, мне не нужны там обещания, мне не нужны какие-то иллюзии. Тут как ребенка он обидел, поэтому, соответственно, он понимает, что как-то напрямую заявиться, это же надо что-то, нужно что-то как бы вот говорить, объяснять, предлагать. Вам нужны другие сценарии, а тут что-то как-то он. Ну, то есть тут даже, я не могу сказать, что тут особо соцсети, тут где-то на данный момент больше через каких-то знакомых. И, кстати, тут какая-то информация, может быть, которую он о вас узнает, это может касаться другого мужчины, свободны вы или нет, карта освобождения, может, развелись вы, да, может быть, там, расстались с вашим избранником, в каком вы состоянии. Тут больше о вашей личной жизни, да, с кем вы, как-то так. Открыты ли вы, может быть, для новых каких-то знакомств. Вот как-то больше об этом. Так, зачем нужно? Хочет вернуться, завидует, пытается контролировать. Дьявол. Сексуальное влечение, невозможно вас забыть. Вы для него белая ворона, непонятная. Другой такой нет. Может быть, сравнивает с вами там каких-то женщин. И понимает, что, ой, а так как с ней мне не было ни с кем другим, так меня никто не цепляет, там, может, попытки были, там, ну, знаете, забыться с кем-то. Ну, тут дьявол, белая ворона, особенная вы какая-то для него, необычная. Плюс еще в чем, зачем ему это нужно, а вполне возможно, рядышком, когда вы были, да, то он тут наполнялся. Тут, если вы раздавали эту энергию, вдохновляли, поддерживали, воодушевляли, сами светились как солнышко, то вот у него жизнь как-то кипела, легче ему было, лучше, и хотелось жить, творить. А сейчас, скорее всего, вот этой карте, ну, как перекрыт этот какой-то ресурс, и он не чувствует этого наполнения. Возможно, он даже пытался тут по карте книга, талисман, тут какие-то даже, кстати, он пытался, может быть, по психологии разобраться, почему так это происходило, может быть, даже эзотерика. Кстати, мог прийти к выводу, что вот вы как талисман, вы вот та женщина, которая, если рядышком она находится, она как дает эту энергию, опять вот импульс какой-то от вас.
ну, как талисман. Пока вы рядышком, все прекрасно и замечательно. Мгм. Или какой-то период у него, может быть, в жизни такой был, когда вы были рядом, все шло неплохо довольно-таки. А вы пропали там из его жизни, с его радаров каких-то, то он думает, что все усугубилось. Так, какую информацию о тебе он уже получил, как он ее оценивает? Да он толком мало чего получил, вы тут закрываетесь. Трудно ему что-то информацию о вас считать. Все перекрыто, закрыто. Одиночка, букет, радник, ясность. Ну, какую информацию он о вас получил? Что, несмотря на какие-то испытания в вашей жизни, вы все равно по этой карте букет цветете и пахнете. Такая романтичная, красивая, яркая, но при этом женщина уже осознанная. Тут карта кратники, ясно. Женщина, которая четко уже понимает, я не буду никого тут вдохновлять, наполнять, отдавать свою энергию, тратить свое время. Тут как будто бы четко, ясно идет понятие того, что лучше эту энергию направлю на себя, это время я уделю себе. Карта одиночества. Тут скорее не в том плане, что вы тут одиночка, что вы тут без мужчины, а тут, скорее всего, что вы не готовы распрощаться с вашим одиночеством, в котором, вот, может быть, вам комфортно, ради каких-то больных взаимоотношений, где будет какой-то потребитель рядом, да, который от вас что-то будет вот по карте крадить, брать, а вам в ответ, ну, нифига, да. Ну, вот такое какое-то состояние. Но это я так расписала. Основную информацию, какую он получил? Он получил информацию, во-первых, что информации катастрофически мало вообще о вас. Может, чисто внешне кто-то вас видел, ну, там, вас тут описали как цветочек красивый, да? Цветете и пахнете. Мы могли описать, что у вас какие-то произошли в жизни, может, не самые лучшие тут времена у вас были, но вы все равно выстояли, и вы прекрасно держитесь, и внешне выглядите прекрасно. И при этом стала женщина, знаете, какая-то такая осознанная, знающая себе цену, ценящая себя во всех смыслах, да, женщина, которая видит как вот насквозь уже все там попытки проманипулировать, где-то, может быть, даже наврать там что-то такое, даже вот какой-то флирт, вот, знаете, если вы можете пофлиртовать, но вы четко как будто бы хоп, и ставите точку там, где, может, мужчина пытается пойти дальше, если вам это не нужно. Вот как-то так. Оно, с одной стороны, женственность, может быть, даже какая-то и легкость, да, оно как только с вами начинаешь общаться, сразу видна глубина, видно женщина много уже передумала, осознала и сделала выбор в сторону себя. Тут женщина уже не будет ни на какие жертвенные идти там особо поступки, соглашаться на какие-то варианты, которые ее не устраивают. Не, все, девочка выросла. Может быть, вот эти розовые очечки разбились больно очень, стеклышками внутрь. И нужно ли тебе закрываться или стоит поиграть с этим вниманием в свою пользу? Зарабатывайте деньги. Вам говорят, у вас сейчас такой период, начинается время зарабатывать деньги. Так, закрываться. Сова, ангел-хранитель, выбор. Да особо закрываться нет, я вам хочу сказать, но особо и заигрывать с этим мужчиной, если вы пересечетесь как-то, где эта карта принц, у вас уже, знаете, такая сама по себе уже, как вам, планочка. Вы там принцесса, то есть и вам нужен вот такой мужчина, принц. Карта сова, вы уже мудрая женщина. И вы прекрасно знаете, что вы не пропадете. Вы сами не будете, не останетесь. А даже если останетесь, ничего страшного, вы будете кайфовать от этого. Ангел-хранитель как-то вас оберегают. Перед вами вот тут множество дорог открыто. Путей, да, и двери, тут выбирайте, идите, перед вами как будто бы сейчас раскрываются вообще новые возможности. Вот вам больше об этом говорят. Закрываться не стоит, но тоже особо на этом мужчине там зацикливаться и даже обращать на него внимание тоже нет. Говорят, тут множество у вас вариантов. И сейчас больше обратите внимание на какую-то вот вашу денежную
сферу, если можно так сказать. Делайте акцент. У вас может быть сейчас какой-то такой период идет вот, зарабатывание денег. Вот больше думайте об этом. Вот в эту сторону больше направляйте свои мысли, силы, энергию, да. И совет психолога. Чужое наблюдение — это всегда дефицит собственной жизни у наблюдателя. Видать, у него сейчас какой-то такой период, девочки, где яркость жизни как-то так померкла, да, может какой-то период, где никто его особо не вдохновляет, не наполняет, может быть, опять-таки сравнивает с вами каких-то женщин, ну, а по дьяволу тяга к вам остается. Психологически этот человек пытается украсть вашу энергию через взгляд, потому что ну, ему не хватает вот этой энергии, своей ему не хватает для жизни. И мой совет: закройте свои личные какие-то границы, да, от посторонних глаз. Ну, не подпускайте слишком близко все равно к себе. Ну, тут просто живите своей счастливой, наполненной жизнью, больше фокусируйтесь вот сюда, опять-таки, на какие-то там личные, личный рост, развитие, это все сюда. Да, приумножение. Пусть окружающие видят фасад, но не фундамент. Ваша тайна — это ваша сила. Не делайте ее личным достоянием. Все, мои хорошие, такой был расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.